когда речь идет о том, чтобы серьезные вещи проработать а-ля психотравмы, это одна история. Но в жизни часто бывает именно не столь психотравмы, а сколько какой-то там говенный день, накидали кучу заданий, занятий. Короче, вот это напряжение, то есть напряжение, которое идет. Кто-то, может быть, там любит медитировать, кто-то еще что-то. Но мне всегда мое мнение было, что это отстало, это не то, что нужно. Соответственно, я искал как бы свой путь. И пришел к такой вещи, которую я назвал психосоматические команды. То есть, что это значит? Это, сразу же говорю, это не аффирмации. То есть, в чем разница? Ключевая разница. Аффирмация, это, условно говоря, я хочу что-то. То есть, типа, мой каждый день становится все лучше и лучше. Там, с каждым днем мои финансы растут. То есть, это какой-то самообман, какое-то извращение, понимаешь? То есть, это оторванные от реальности вещи, никак ничем не подкрепленные. Просто какие-то хотелки, желалки, да? То есть, вот это вот аффирмация. Даже слово идиотское, аффирмации. С точки зрения медицины, они называют аффирмация, это позитивное утверждение, самовнушение, создающее правильный психологический настрой. То есть какое-то дерьмо полное, ну типа самообман, да, накрутил себя и все. То есть ни в коем случае не думать, что аффирмации и психосоматические команды это одно и то же. Потому что психосоматические команды это не положительные утверждения, это не самообман, это команды, четкие команды для твоего подсознания. То есть это именно приказы. Получается, у меня уже есть заготовленный как текст прям. Я его уже записал, и тебе просто нужно его слушать. Его можно слушать сколько ты хочешь, но в целом, допустим, я рекомендую типа, когда ты что-то делаешь очень часто, очень много, оно затупляется. То есть я люблю это делать, когда мне хочется. Вот если хочется, делай. Никогда не нужно делать так из разряда, что нужно. Чем отличается еще даже вот в подаче, если смотреть. То есть люди как привыкли, что вот они, допустим, какие-то даже медитации или какие-то, то постоянно этот ебаный томный голос, вот это вот. Наша реальность становится все лучше. Кто сказал, что это работает? Почему все в мире такие одинаковые во всех? Одинаковые песни, одинаково все поют, читают. То есть как бы типа нет харизмы, нет индивидуалки. То есть на самом деле, так как я говорю, это психосоматические команды, или даже можно назвать психосоматические заклинания. Знаешь, что такое заклинание? То есть это же как бы типа вот в голове а-ля что-то такое магическое, но теперь, когда мы уже прошли, вы знаете, что такое коллективное, бессознательное и так далее. То есть заклинание – это слова, которые несут в себе не только форму слов, смысл слов, сколько заложенную информацию за эти слова в коллективном бессознательном. То есть вот что такое заклинание. То есть по сути, смотри, опять же, вот ты можешь сказать что-то человеку, я могу, например, составить протокол, этот так называемый, читать этот протокол. С точки зрения нашего физического мира он будет одинаковый, идентичный текст. Но в один я заложу правильные вещи в правильном месте, на правильной трансовой волне. И, соответственно, действие этих слов будет совершенно другое. Ну, в каком-то смысле это принцип, вот как всегда, вот это заклинание, да, то есть принцип работы с коллективным бессознательным, когда твоя команда идет туда. Это тяжело просто объяснить, потому что такие вещи, они как бы в нашем мире не особо понимаются. То есть я имею в виду, когда ты, например, ребенку что-то объясняешь, вот ребенку 2 года, ему наплевать, что ты говоришь, он не слышит тебя. Он может понимать только уровнем твоей как бы телепатии, то, что ты передаешь. То есть какая информация завязана за этими словами. Это такой элементарный принцип здесь. А вот когда ты, получается, сделаешь то же самое с психосоматическими командами, то есть там еще более концентрировано. То есть ты как бы ребенку уже, ну просто типа сказал и сказал, да, но все равно это уже не просто слова, потому что ты туда конкретно внимание направляешь, и ты посылаешь за каждым словом не просто типа не надо, а типа не надо, потому что ты туда посылаешь как бы эмоцию определенную, посыл определенный. И он считывает именно не вербальную часть, не звук это, а вот именно как бы ту информацию, тот посыл, который ты задаешь. Так вот здесь то же самое, только на более высоком уровне и еще более концентрировано. То есть это не просто слова, то есть это слова, созданные мной, записанные в коллективном бессознательном мной, сгенерированные в обстановке, не просто так, вы поймите, ребята, нельзя, например, сидеть в пыльном, задушливом городе, в плохом душевном состоянии и записать что-то так, чтобы оно, потому что, понимаешь, слова, они подвязаны в коллективное бессознательное, они подвязаны на момент, на где это, с какой там посыл был, как ты себя чувствовал. То есть это как, знаешь, метаданные. То есть у файла, например, когда ты открываешь какой-то файл на компьютере, там есть свойства, сколько весит, когда был записан, когда был изменен. Это называется данные файла, да, свойства файла.
А вот тут то же самое есть метаданные. И получается, эти все команды, во-первых, я составлял в потоке, в очень, как бы таком огненном, да, для себя. Только как типа, знаешь, когда как стих приходит в голову, вот льется, и прям я пропускал. То есть я от себя тяну не гнал вообще. Это раз. А именно запись самого процесса я делал именно, помнишь, как это называлось место? В горах там, в Барселоне. Да, специально. И звуки, которые вы услышите на заднем фоне, там чирик-чирик-чирик-чирик птички, это оригинал. То есть ты понимаешь, насколько это важно. То есть я специально знал, что это нужно, так как оно, как бы в основном там посыл такой, постоянно успокоение, расслабление, напряжение, убрать эту психосоматику, убрать эти все штуки. То есть автоматически свойство среды должно быть максимально подходящее, чтобы не вносить какой-то резонанс. Плюс в это вам может показаться сперва как бы достаточно неожиданно и непривычно то, что нету вот этого томного голоса, типа, ребята, расслабились. То есть я говорю как раз таки достаточно собрано и четко. Потому что, еще раз говорю, я тебя не успокаивать пришел, я не рассказывать эти сказки, я не томный голос, я даю конкретные команды для подсознания. Как воспользоваться правильно этими психосоматическими командами? В наушниках однозначно, только наушники, потому что чем ближе, чем меньше левой посторонней информации заходит, тем больше залетает. То есть с телефоном херня полная, теряется 50% сразу же. То есть наушники. 2. Получается, в этот момент ни в коем случае не в фоновом режиме. То есть активное внимание. Я что-то там говорю, например, там то. А ты как бы следуешь, то есть ты подключаешься, как знаешь, я как будто тебя вот везу на каком-то, знаешь, как в поезде на каком-то вагончике, а ты вот за этим вагончиком едешь вместе своим вниманием, своим всем, и ты прям вот так вот, ты вот так вот чувствуется, тебя накрыло, нахватило, все, ты так и вдыхаешь, то есть ты полностью катаешься на этом всем, вот вниманием, сколько тебе хочется, сколько тебе нравится. То есть эти психосоматические команды там блоком в 10 минут идут, получается, около того. То есть это такой кайф, это настолько ты себя лучше чувствуешь после этих 10 минут, это настолько, вечная история в том плане, что, например, я там слушал, не знаю, там неделю назад, и сегодня, допустим, могу послушать, и результат будет такой же. То есть он не ослабляется, он не теряет какие-то явления, свойства. Он гораздо более прогрессивен, чем любая медитация, в которой ты не можешь вообще не расслабиться. Бывает такая медитация, что его нахер, когда сидишь, только более злой вышел. Но у меня раньше была такая постоянно. Или вот душа не хочет, вообще не хочу, что я должен это делать? Сидеть, мне не хочется, а я ничего в жизни не делаю, что мне не хочется. А не было бы никогда такого, чтобы мне не хотелось психосоматические команды послушать, потому что это настолько легко, вот как вы обожаете, чтобы, ничего вообще не делать, просто ничего. За тебя уже я все создал, сгенерировал, записал в коллективное бессознательное, озвучил в физическом файле, все, тебе просто слушать и вот это все кататься на этой штуке. И получается, это было последнее из звеньев, которое нам было необходимо с точки зрения привести себя в баланс. То есть вот мы проделали и прошлое, мы уже знаем, а-ля параллельное настоящее. И вот этот кусочек нужен был именно для того, чтобы закрыть боль текущего напряжения, текущих каких-то сложных обстановок, мультизадачности, когда вот в башке перегружено, этот что-то хочет, этот хочет, и ты такой как бы взведенный, да. И вот в этот момент самое эффективное это непосредственно вот психосоматические команды. И я даже сказал бы, что помимо этого, если это делать достаточно регулярно, то есть накопительный эффект, 100%, однозначно. То есть ты, когда это делаешь, ты себя чувствуешь в разы лучше, чем когда ты это вообще не делаешь. То есть у меня всякие были периоды в жизни, и когда я чем-то открываю что-то, у меня автоматически другое уходит на задний план. То есть потому что когда я в моменте, я на 100% в моменте в чем-то. Но потом, когда жизнь, знаешь, уже все открытые инструменты, я уже могу их использовать, всегда все идет по заслугам. Кто как бы ценится, тот ценится. И вообще, я записывал это еще на старый телефон, и когда, получается, я открыл вот эти звукозаписи, смотрю, у меня там нету, я чуть ли не охерел. То есть, для меня, мне насрать на тот телефон сам, но где мне эта звукозапись, она для меня важнее, чем тот iPhone, который стоит там 1000 с лишним евро, да, то есть, опять же, в ценность вот этого как бы информации. Так не сделаешь второй раз, понимаешь? То есть, это было специально все подобрано, я тогда максимально этим горел, специальное место, специальный настрой, специальный транс, в специальное состояние вошел, я один там был, все, подобрал идеальное время и просто вот запускал. И я сразу же чувствую, как бы, когда ты делаешь правильно, получается внутри такой эффект, как в цвет, как будто, знаешь, вот как будто есть какой-то коннект.
Вот это значит, что ты типа попал, файлы записались. Если нету этого, то как будто бы пустота и нет силы в словах. Вот, ну, как будто ты не веришь себе сам. То есть я это прекрасно распределяю сразу же, работает или нет. То есть, подведя итоги, ни в коем случае, кто будет что-то писать а-ля там через какие-то вот эти слова типа аффирмации и так далее, я буду очень сильно наказывать жестко, потому что это не то и ну, не нужно опошлять. Это называется, запомните, психосоматические команды. Такого типа информация работает только от первоисточника. То есть, к примеру, например, если бы я вот это записал, а кто-то бы просто решил бы перевести, например, на английский язык, все. Вот это как раз показывает доскональность вот этой истории. То, что не в тексте самом важно, а вот за этой информацией. То есть, получается, смотрите, текст — это макромир, это то, что вот вовне представлено. А помните, что я вам говорил, когда руку ты ложишь, да, рука на месте и там, но здесь либо сексуальное переживание какое-то, да, влечение будет, либо, допустим, любовь матери. Совершенно две разных вещи при одном касании. Вот здесь то же самое, то есть с точки зрения макромира слова будут одинаковые, с точки зрения микромира это будут абсолютно разные файлы, которые не будут нести вот эту вот нагрузку и всего остального, вот правильную, то, что должно быть. Один из самых важнейших критерий, как вот понять истинное, да, от какого-то пустого. То есть, когда вы будете слушать эти психосоматические команды, у вас не просто там в голове вы каких-то бабочек напридумывали или еще что-то, да, то есть нет, вот самое ключевое, реально, в чем разница, я забыл вот самую базу рассказать. Когда а-ля аффирмация, что это такое? Это то есть, когда ты что-то говоришь, и как бы с точки зрения реального мира ничего не меняется, понимаешь, да, то есть нету никакой ощущения, ни к привязке, ничего, просто как самонакрут. А психосоматические команды чем отличаются очень сильно? То есть эти слова, которые ты произносишь или которые ты слышишь, которые я произношу, они как бы вот прям ты чувствуешь, как они попадают к тебе в подсознание, и тут же в твоем теле идет отклик, и отклик очень сильный, то есть прям, ну типа внутри вот такие какие-то прям узлы распутываются, ты понимаешь, то есть слезы, дыхание меняет, то есть оно реально очень сильно работает. Мне не нужно будет вам объяснять или уговаривать, вы сами это просто увидите и охренеете, то есть это станет частью вашей жизни на повседневной основе. Уже просто даже эти психосоматические команды, они бы уже строили, вот условно говоря, курс. Ну потому что это инструмент, который, ну пиздец просто. Он охрененно мощный, охрененно легкий, охрененно доступный. И всегда, всю жизнь он просто на вас теперь служит. Слушай еще раз, я это делаю и делаю это часто. При всем своем возможности, блютусе, при всем своих мастерствах, то ты должен вообще просто молиться на это. Вот просто это для тебя должна стать самая базовая вещь, которая только может быть. Потому что ты лишен тех еще рычагов, которые у меня есть. А при этом в моей конкуренции внутренней психосоматической команды на очень высокой ступени. То есть она в топ-5 моих инструментов базовых входит в любом случае. А в твое должно вообще на первые места становиться и постоянно использоваться. Потому что это, я думаю, что даже если бы просто вот их делать, уже самочувствие вышло бы на 2-3 раза улучшилось просто от этого. Это знаешь, это как не как психология, где ты погружаешься, что-то ноешь, вот это все. Это именно суть. Твоя суть страданий, напряжения и так далее заключается не в самих как бы мыслях, ситуациях, а в том, как реагирует твоя нервная система, твои вот эти все внутренние мускулы и так далее. А вот оно на них как бы сигнал, аут, не надо. Ну как дирижер раскидывает, это отключи, это убери, это излишнее, это все. И ты такой послушно, чук-чук-чук-чук-чук, сцентровался, все. Чувствуешь себя охрененно в моменте, понимаешь? Физика чувствует себя охрененно. Психика себя чувствует расслабленно, как будто как поспал пару часов. Бывает, ты взведенный уже не можешь, тут фух, просто другой. Всего эти 10 минут, они по силе своей мощи, которую ты провел с этим, ты просто потом вот едешь в такси, это все делаешь, открываешь глаза, в другой реальности оказался. Вот, ну, типа, понимаешь, да, то есть были другие краски, другой фон, другое внутри вот это все. То есть ты как будто бы обнулил все, открыл глаза совсем по-другому все. То есть у тебя и внутреннее самоощущение другое, и как-то краски в глазах, и все видишь по-другому, гораздо более вот сбалансированно, медленно, слоли, вот так вот, все окей. А нам, в принципе, по большому счету осталось два, но очень важных момента. Смотрите, мы разобрали уже инструментарий, у нас все, практика, то есть нам позволяет уже полностью себя вот это чинить, восстановить. Нам теперь нужно именно на уровне прошивки поработать с некоторыми вирусами. Самые распространенные, конченые качества, которые есть у людей, в частности, мы сейчас будем разбирать обида, ревность,
зависть, реализм. Вот этот курс «Создатель 2», он состоит из таких блоков, вот их они мощнецкие, их там 15 или сколько, да, и то есть я к тому, что каждый отдельный блок, в принципе, в нашем мире мог бы быть как отдельный товар, как отдельный ресурс, как отдельный курс, и причем не просто какой-то, а охеренный, качественный. А я вот этот вот инструмент просто вам даю про, между прочим, как будто бы, типа, это одно из, ну, типа, классное занятие, хорошее, но, блядь, ребята, это не просто классно, это я вам крутейший инструмент бесплатно в рамках этого дал. То есть поймите, это не, ну, невозможно просто так подделать или сделать. Вы так не сможете сделать, никто так не сможет сделать. Не говоря про то, что это в потоке сами мысли и сами заклинания эти приходят. То есть я хочу, чтобы вы не просто использовали что-то, а как бы понимали, насколько как бы это вот охренеть какая штука, и ценили, благодарили не меня даже, вот жизнь, что у вас есть возможность этим пользоваться. Вот это вот благодарность. Благодарность как раз вот в преддверии сейчас будущих всех этих чувств, о которых мы будем говорить разрушительных. Благодарность.